Привет, друзья, и снова здравствуйте. Так, встречались с вами вчера, и сегодня уже у нас снова четверг. И сегодня мы будем разбирать машины и весь автотранспорт, который у нас ездит на поверхности. У нас лодки уже были, поэтому сейчас машинки. Присоединяйтесь. Пишите, как меня слышно, видно. Так, да, добрый день. Добрый день, отлично. Так. У нас, собственно, продолжение невредных советов, и я думаю, что мы к концу декабря закончим, я надеюсь. И у нас осталось не так много тем. В основном всю архитектуру мы прошли, уже прошли людей, у нас остались машины, деревья, мосты. Отлично видно и слышно, супер, спасибо. Супер, спасибо, что пишете, это тоже важно. И вот сегодня я вам покажу, как упрощать машины, какие проблемы, потому что этот объект вызывает наибольшее количество проблем в красивых акварельных работах. И его строить действительно важно, либо нужно понимать, как упрощать, потому что делать какую-то кривую, косую машину, это себе же портит работу. Вот. И покажу, как другие художники упрощают. Это будет одно из домашних заданий, собственно, как справиться и как посмотреть, как работают другие, потому что я поняла, что никто не смотрит на других. Вот. Все смотрят только на референс, что как раз очень большая ошибка. Нужно смотреть на то, как вообще перерабатывают люди, какое видение есть другое, потому что копирование референс — это бессмыслица. Копировать просто фото, для этого есть фото. Вот. А вся суть работы именно в том, чтобы трансформировать то, что вы видите, в что-то новое. В этом и есть искусство. То есть это не копия, а трансформация через вас. Понятно, что мне сейчас могут сказать, что сначала-то надо научиться копировать, а потом трансформировать, но на самом деле это не так. Можно не делать идеальной копии, особенно тогда, когда используется фото, потому что натура и работа с натурой, и работа с фото — это вообще разные вещи. Фото уплощает, убирает объемы, убирает контрасты, убирает цвета, или добавляет контрасты, да. Это очень совершенно другое. То есть вы, по сути, смотрите через другую оптику, через взгляд другого, то есть это как бы дополнительная, да, реальность, помимо там всего и обработка, если в зависимости от разных объективов будет разная. Даже есть такой мем ходит там, когда человек делает селфи на разный тип объектива, и у него лицо то надувается, то такое узкое очень становится. И это действительно важно понимать, потому что иначе и я это не просто так говорю, потому что в машинах это действительно тоже важный момент, потому что иначе можно получить очень непропорциональную машину, то есть нужно нам отделять то, что мы видим на фото, от того, что есть в реальности. Поэтому пленеры, рисование с натуры — это необходимо для того, чтобы потом рисовать по фото, а никак не в эту сторону, потому что на самом деле рисование по фото, и потом мы приходим на натуру и такие: а что так все по-другому, а все близко, а все такое объемное, как нам с этим работать, и вот это вот все как бы нам портит. Поэтому это неотделимые две вещи друг от друга, то есть и рисование с натуры, и, конечно, свои фотореференсы, да, для того, чтобы уже потом, через какое-то время, когда мы не можем на месте рисовать, да, но это действительно важно понимать разницу взгляда вашего и разницу взгляда через объектив. И я все время привожу самый простой пример. Вот вы смотрите, там, не знаю, Эйфелева башня, там, или Останкинская, или еще какая-нибудь башня в вашем городе, и она такая близко, и так классно, сейчас сфоткаю, открываю, а на фотке она там где-то далеко, и вообще и цвета не те, и все не то. Вот по сути, когда мы берем эту фотографию, даже если она обработана, это не реальность, это другое, очень сильно отличается. И мы с вами учимся трансформировать, смотреть, и вот сейчас будем говорить про объемы, и это будет очень важно, то, что я сейчас в очередной раз напомнила вам. Вот.
Поэтому вот у нас потихонечку присоединяются участники. Я действительно считаю, что, ну, как бы мне очень приятно, когда вы какую-то обратную связь мне даете, потому что я тоже человек, и мне кажется, как всегда, любой какой-то труд и затраты энергии очень приятно, когда есть в ответ, потому что когда вы пишете просто, да, вот, всем привет, когда вы пишете вопросы в эфире, когда вы задаете их, когда вы, ну, какие-то еще вещи, когда я вижу в ваших работах результаты, и это очень ценно, это и есть та отдача, и это действительно важно, поэтому, правда, иногда, когда смотришь и ведешь молчаливые эфиры, когда никто не пишет, ты думаешь, что сходишь с ума и говоришь сам с собой где-то в закрытой комнате, потому что по факту так и есть. Вы-то смотрите меня, у вас со мной коннект, а я как бы не вижу этого. И это важно, я говорю о том, что это важно, потому что я поняла, что не все понимают, что говорить с пустотой очень сложно. И это так же, как сложно записывать онлайн-курсы, когда ты 6 часов, там, 8 часов в день записываешь онлайн и разговариваешь с воображаемым зрителем. И все время, то есть ты разговариваешь сам с собой. И, конечно, хочется, чтобы кто-то в ответ такой сказал: да, а вот я здесь не понял, или да, а я там вот здесь вот. Потому что именно это заряжает, ты как бы понимаешь, что не так, ты можешь ответить, ты можешь вести. Именно для этого я стала вести эти прямые эфиры, для того, чтобы у нас с вами был обмен. Если как бы или после, да, или во время, когда пишете вы в комментариях, потому что получается, если как бы этого обмена нету в эфирах, то зачем эфиры? Я тогда в спокойном там режиме запишу уроки, выложу их на платформе, то есть получается же то же самое, но мне важны эти взаимодействия, поэтому это огромное, если вы как бы хотите сказать мне спасибо, то всего-навсего нужно просто писать. Вот и все. То есть ничего сложного, ничего такого вообще не требуется. Вот мы слушаем и смотрим. Спасибо. Я тоже люблю эфиры. Спасибо. Вот, понимаете, вот вы же благодаря этому взаимодействуете со мной. Мне важно. Вот. Не всегда получается по работе, безусловно. Но иногда же можно написать после эфира, правильно? Последние, например, несколько я выкладываю в Телеграм, выкладываю на YouTube, выкладываю в ВК. Там 1 комментарий, может быть 2. И, ну, как-то непонятно, ведь это же и есть как раз взаимодействие, да, наше с вами. Ну, получается, что я-то это и так знаю, то, что я рассказываю. Я же это рассказываю для вас, и мне важно услышать, мне важно... Я, может быть, жду этих комментариев, я жду, чтобы ответить, я как бы взаимодействовать, понять, что, может быть, еще рассказать. Ну, а вот разговор с пустотой, он очень сложный, понимаете? Это нормально, как бы это нормально, ну, нормальная человеческая реакция хотеть коммуницировать. Вот. Спасибо за вчерашний разбор. Посмотрела на свои рисунки другими глазами. И я очень рада, потому что еще продолжим обязательно. Вот, спасибо за урок горы. Муж сказал, что как настоящий, так в жизни и выглядит. Ой, ну, Света, если горы, если муж... Если уж, правда, муж сказал... Ну, я не шучу сейчас, как это, и шутка, и не шутка, потому что на самом деле близкие у нас очень критичные. Для многих близких внимание и любовь – это критика. Вот, особенно для тех, кто старшее поколение. И когда они уж говорят, что все классно, значит, конечно, это отогревает вашу душу. Вот, понимаете, вот это вот та самая обратная связь, о которой я сейчас говорю. О том, что можно, знаете, рисовать работы, показывать близким, и они такие: ну, норм. Ну, или типа: ну, она же так рисует, и так понятно, да? Ну, как бы, вот, получается, и очень приятно, да, скажите, ведь очень приятно, когда вам в ответ говорят: классная работа. Да, может быть, это ваша, там, не знаю, 100-я уже классная работа, но все равно же приятно, что классная работа. Почему-то вот этот вот момент, он как-то обесценивается, думает: ну, все равно же классно, ну, не буду ничего писать. Ну, она и так все знает. Или там вообще. Людям нужно общение. Я общаюсь с вами, и я отдаю свое время вам, чтобы дать что-то полезное.
И как бы здесь это бесплатные эфиры, и в ответ действительно просто комментарии и вопросы. Вот и все. Потому что в тишине вещать очень сложно. Все очень-очень просто. Вот. А у меня горы почему-то недоступны были. Горы у всех доступны сразу же это бесплатный урок. Он открыт для всех в вашем личном кабинете. Там не может быть так, что лично вам он закрыт. Он просто открыт для всех. Там стоит галочка «Открыт для всех». Вот, поэтому проверьте еще раз, пожалуйста. И в любом случае, если есть какие-то вопросы, я уже говорила в предыдущем эфире, пишите, пожалуйста, по назначению. Вы же не заходите в кабинет хирурга и не говорите: мне нужен лор, срочно проверьте мне ухо, горло, нос. Он говорит: я хирург. Лор в соседнем кабинете. Он говорит: нет, проверьте мне здесь, мне надо. Ну, то есть, правильно же? Вот если школа там, и там есть техподдержка, которая отвечает, и люди, то если вы туда напишите, вам сразу ответят. Вряд ли я смогу сейчас в прямом эфире ответить на, помочь, если у вас нет доступа или там что-то произошло, да, это как бы, просто технически невозможно. Поэтому, чтобы и не накапливайте, пожалуйста, такие какие-то, то есть у вас нет доступа, чего-то не хватило, что-то не получилось, бывают технические сбои. Напишите вы в техподдержку. А потом я слышу, например, через месяц. Это, знаете, это как на мастер-классах бывает. Вот ты все выдашь, там все стараешься, все посмотрел, всем кисти, краски. И человек сидит, вот я думаю, что-то недовольный, там как бы все, молчит. А под конец мастер-класса: а у меня вообще-то вот этой кисточки не было. Я думаю: да что ж ты 4 часа молчал? Скажите, и все, ведь ничего в этом нет. Можно же спросить, просто сказать: у меня нету доступа, или я не смог, не получилось, не понимаю, почему его нету. Написать техподдержку, и техподдержка вам ответит. То есть формы обратной связи есть на сайте, в вашем личном кабинете, где можно прям написать сразу же. Сразу человек увидит, сразу он ответит. Это важно, потому что, это важно для меня, потому что я не очень хочу, чтобы вот эти вот какие-то, то есть что-то не получилось технически, а человек потом недоволен, потому что этого нету, там, не знаю, и потом будет такой: вот, а у меня, вот мне вот урока там нету, или вот там еще что-то. Так это решаемый вопрос. Все же гораздо легче решить. Поэтому все проще. Так, ваши эфиры очень круто, я обожаю вас смотреть. Эфир очень живой и кладезь знаний. Спасибо, что делитесь своим талантом, вдохновляет. Спасибо. А меня вдохновляют ваши теплые слова и поддержка, потому что именно это такой, знаете, наш общий запуск энергии совместный. То есть я даю вам, и вы дарите мне тепло своими работами или словами. Это очень приятно. Вот. Он в горы ходил по молодости. Это про горы, которые подошли. Это очень круто. Значит, у вас есть целый цикл работ, который вы можете нарисовать про горы, да? Вот. Супер. Вот, проверю, да. Отлично. Не, правильно, пока разговариваем, задавайте. Я же, смотрите, я на этом примере просто рассказываю, это не конкретно, ваш пример, просто я уже сталкивалась с вопросами, да, которые возникают, например, по школе. Это нормально, что-то возникает. И я просто призываю, как я еще могу достучаться, да, я говорю в эфире, типа: пишите в школу, там специально обученные люди сидят и отвечают, ждут ваших вопросов, если у вас что-то там не открылось, там еще что-то не получилось, доступ куда-то не зашел. То есть так бывает. Поэтому, не знаю, 90% письмо пришло, а у 10% попало в спам. Они не смогли его найти. Я же этим не управляю, к сожалению, нет. Это более сложные алгоритмы. Поэтому, когда вы пишете: мне письмо не дошло, нет никакой проблемы отправить вам письмо еще раз. То есть, у меня максимальная клиентоориентированность. Вот просто, все именно для этого. Но очень важно писать туда, куда нужно. То есть, если это школа, то писать в школу, да. Если вопросы по картинам и магазину, то писать в Арт Кустова в магазин. Это 2 разных сайта. То есть, школа отдельно, магазин и travel, он весь отдельно. Вот. И есть я, которая работает по, собственно, с вами здесь по уже урокам. И отвечаю я за художественную часть, а не за техническую. Поэтому, Так, здравствуйте, да, Екатерина, здравствуйте, Вета.
Очень люблю смотреть ваши эфиры и задания. Отдельно спасибо. Хорошо тренируется дисциплина. Ну, я вижу, вы отрабатываете. Вот кто отрабатывает, всех знаю. За всеми слежу. Очень приятно. Привет из Королева, да, Нина, добрый день. Отлично. Вот. Поэтому я совершенно не призываю смотреть. Я понимаю, что многие работают 12 часов просто как бы по тем же эфирам, но ведь всегда можно просто написать... Это знаете, как... Я никогда в жизни не просила, типа, ставьте лайки под моими постами. Дело совсем не в этом. Не в том, чтобы нравилось, но обратная связь, она важна. Я думаю, что этот момент, он понятен. Вот, потому что любому человеку хочется общаться и получать что-то в ответ. То есть, как бы, это взаимное общение, или вопросы, или какие-то еще моменты. Вот, поэтому я думаю, что этот момент понятен. Ну, я, собственно, высказала свое мнение. Вот, так что мы сейчас переходим уже к машинкам. И уже не будем на этом останавливаться. Вот, значит, я тут много чего интересного подготовила. Готовьте свои ручки, карандаши и все. И сейчас немножко еще поговорим про карандаши, потому что это важный момент. А то я так поняла, что все думают, что можно одним HB ковырять. Вот, но так не получится. Так, у меня немножко небольшая авария, пролился чай. Добрый день. Чай. Давайте я его сюда поставлю. Так. Ну что ж. Thank you for inspiring me through your work. Thank you so much. I'm really appreciate it and your words. And that you have a time to see my live stream. Thank you. Окей, переключаюсь. Теперь, может быть, немножко шататься мы можем. Так. У нас будет настройка. Хе-хе. Мы пошатаемся и настроимся, правильно же? Правильно. Так, вот мы вроде все влезаем. Сейчас. Так, здесь информация. Добрый день, сомневаюсь, что сообщение дойдет, видео вообще не загружается. Пусть будет эфир волшебным, настроение отличным. Вот видите, дошло, а вы переживали. Вот. Так, у нас здесь с вами и машины наши. Ну все, видно и не отсвечивает. Прекрасно, прекрасно. Значит, начнем. Для начала давайте разберем такую важную вещь, как карандаши. Потому что я поняла, что у нас с этим большие проблемы. В общем, все хорошо с интернетом. Так, я вернулась. Значит, диапазон штриховки от самого светлого до самого темного. Вот если я HB нажимаю вот максимально, то у меня получается вот так. То есть все. Я из этого карандаша больше... Это Б, кстати. Прошу прощения. Выжить не могу. Сейчас, если найду HB... HB, наверное, у меня даже нет. То есть, представляете, HB, он еще у нас более твердый. Так, немножко может шатать. Да, ну, вот есть HB. Давайте вот это B, это понятно. Ну, вот HB. То есть, в принципе, они будут близкие, но суть та же. Ну, то есть, вот максимальный тон, который я могу выжать. Все. То есть вот темнее я сделать не могу. И вроде кажется, если мы сравниваем с белым листом, то кажется, что ну достаточно темно. И в принципе, что я тут переживаю, да? Ну темно и нормально. Но это не так, когда мы начинаем сравнивать с другими по твердости карандашами. Давайте я здесь B, HB.
Потому что я думала, что этот момент знаком всем, оказалось, что нет. Вот смотрите, что делает 2B. Вот от совсем светленького до темненького я набираю. И посмотрите, какую темноту я могу набрать. Он крошится, он мягкий, это гораздо более темный. И в этот момент он меньше деформирует бумагу. То есть здесь уже идет деформация бумаги. Вот в этих местах, потому что это не рассчитано на то, чтобы отдавать много-много темного. Этот карандаш рассчитан для того, чтобы вести какую-то тонкую линию, там, которую вы сотрете потом. Для графических работ вам нужно минимум от 2B до 6B карандашей. То есть это уже будут более темные, плотные. Сейчас мы с вами посмотрим. Есть вот такие карандаши. Вот у меня, кстати, 8B. Это такой графит, тоже лира классный. Сразу как бы как графитный блок. Вот, сейчас. 6B. Вот давайте посмотрим 6B, да? То есть я уже сразу, это самый светлый, он уже вот здесь. То есть я просто не могу набрать и до самого-самого темного. То есть вот я раздаю такой цвет, который я могу набрать здесь. И он при этом вообще не деформирует бумагу. Здесь важно еще не только то, что он такой темный, а то, что он такой темный легко, без усилий. И здесь это лира. Лира карандаши, это бренд немецкий, который вот у нас Кохинор, все ушли из России, а вот немецкий лира остался. И хорошие карандаши, у них есть вот такой разный диапазон. И вот мне нравятся графитные блоки, потому что им одним, я вот на некоторых эфирах, очень легко вот так вот, там, не знаю, взять и, смотрите, затонировать сразу, да, большой объем. Очень прикольные вещи, которые мне и точатся, как обычные карандаши в точилке, да. Вот 8B, да, 8B, еще плотнее, еще легче отдается и дает очень темный тон графита. Значит, как справить, давайте сразу, карандаш F. У Кохинора для чего? Спасибо за ответ. Значит, F, вот если мы вот эту вот линейку, то есть у нас есть H, вот здесь давайте, там, не знаю, 8H, тра-та-та, там 2H, вот здесь H, далее у нас вот здесь вот будет F, дальше B, HB, ну, как-то так. То есть F – это та градация, которая между H и B, но ее в России не существует. То есть в нашей классификации и в большинстве карандашей F нету. Это как раз та твердость, которая на середине перехода между твердым и мягким. Значит, относительно графита и карандаша, понимаете, не бывает так, чтобы все было идеально. Вот акварель, она пятна дает, масло пахнет, пастель, там, не знаю, крошится, еще что-то. Вот. Если вы хотите без графита и без пятен, то тогда я считаю, что лучше, чем рисование на планшете, не будет. В любом случае, ваш этот графит, он будет присутствовать. Что важно, это не рисовать на следующем листе с двух сторон. Иногда есть специальные листы с калькой, прокладываются. Но в любом случае излишний графит, он стирается, и все. То есть вот я взяла, скинула его. Да, безусловно, если я буду тереть здесь влажным пальцем, ну вот, смотрите, что происходит. Это зависит очень сильно от карандаша. Я довольно сильно тру сейчас. Ну вот влажный палец, да, я могу его растереть. Но по сути, если вы хорошая бумага, предназначенная, если бумага мелованная, карандаш будет стираться. Давайте так. То есть бумага должна быть мягкая и предназначенная для графики. Если это мелованная бумага по типу листов, то есть, да, если бумага мелованная, как офисные листы, то графит стирается легче. Он просто не попадает в фактуру бумаги, он никуда не попадает, он находится на гладкой поверхности, с которой он просто снимается мгновенно. На такой бумаге даже ручка, бывает, пишет не очень хорошо.
Да, то есть оно вытирается. Вот вы видите. А сейчас я вам покажу еще. То есть это вот помимо HB, то есть вот такие. А есть еще вот у меня такой наборчик. Это тоже, кстати, лира. Значит, здесь уголь. И вот угольные карандаши, то есть у них тоже есть своя градация. Там 2B, HB, но эта градация идет уже после графита, потому что уголь, он в принципе темнее. Вот давайте я покажу. То есть если вы хотите затемнить что-то на работе еще сильнее, посмотрите, то можно взять угольный карандаш. Я думаю, что всем видно все. Я очень много работ в своей жизни делала углем. И он так же, как пастель, фиксируется. Есть фиксативы, лак для волос, специальные лаки для пастели вы можете взять. Вот так сдуваете, уголь растирается легче, чем графит, в любом случае. Но он дает и темноту работе гораздо более сильную. Дальше от простых лаков до специальных фиксативов вы можете использовать для того, чтобы у вас рисунок не смазывался. Да? Но бумага очень важна в этом. То есть не только сам, да, и графит, и бумага. И вы видите, то есть вот он черный цвет. А мы пытаемся, значит, карандашом HB там ковырять тоновую градацию. Как ее можно набрать? Как можно набрать этот тон, если у вас просто... Ну, то есть, может быть, то, что мне казалось очевидным, это иметь как минимум. Вам нужно, по сути, 2 карандаша, 2B, и какой-нибудь 6B, 8B. То есть это может быть карандаш, это может быть графитный блок. Все. И этого достаточно. Таким образом вы набираете всю вот эту градацию до сюда, а здесь практически отсюда, то есть следующую, да, то есть вот мы прям берем, как будто бы продолжаем, то есть вот оно здесь, и еще темнее мы набираем еще глубже. И при желании можно еще добавить... офсетная бумага. Я не работала офсетной бумагой. Подходит обычный госзнак, обычный ватман, что-то мягкое, что-то такое плотное, 300 грамм, для что-то... Ну, не офисная бумага. Это не подходит. Уголь крошится как пастель, надо фиксировать, да, я об этом только что сказала, потому что он, ну, то есть уголь, по сути, такая черная пастель, ну, условно, да, я, конечно, очень грубо сейчас сказала, но суть в том, что, конечно, он не остается так на бумаге, вообще, чем мягче материал, тем, конечно, он не будет впитываться, за счет чего, то есть просто обычная физика, соответственно, он остается на поверхности, и вам нужно его фиксировать. Угу. Так, сейчас, секунду. Угу. Без работы с мягкими материалами вы не сможете набрать тон. То есть мы не получим градацию. Из-за этого вот на вчерашнем разборе работ я так грустила, что... Получается, вот понимаете, надо набрать до самого темного. Здесь я начинаю работать мягким карандашом 2B и меняю уже на 8B, на что-то такое мощное. Иначе, если я хочу еще черный, то я могу взять уголь. Но здесь в данном случае мне не нужно, чтобы это... Я взяла офисную бумагу, потому что это просто зарисовка. То есть мне она, вот на самом деле, она мне как бы вообще не нужна, я там таких как миллион. Но если вы хотите сохранять их, и они вам дороги, да, если это практика, то какая разница, на какой бумаге вы рисуете, и выкинули, и все, и забыли. Если вы их хотите сохранять, то да, надо фиксировать, надо выбирать бумагу какую-то, вот. Я просто практикуюсь, потому что я как-то душевно не привязываюсь к этой работе, и это просто, ну, то есть я подписала для композиции, не для того, чтобы мне ее сейчас на стенку вешать, вот. Потому что я уже миллион таких нарисовала, и как бы мне этого достаточно. Вот, поэтому давайте начинать с простого, раз у нас опять как бы откатываемся назад, потому что кто-то один сделал ошибку, и все повторяют за ним одно и то же, да. Давайте тогда разбираться, что же нам вот важно здесь. Так, сейчас я найду ручку. И мы продолжим. То есть между листами есть специальные альбомы для графики с калькой, которые прокладываются, да. Либо, я говорю, лак для волос, фиксатив. Но до карандаша, там, не знаю, 6B,
ну, практически ничего не растирается. Вот, ну, я тру, ну, как бы есть легкий такой, и то, как бы, потому что палец, но это не настолько критично, что у вас прям тут будет месиво. Да, вот здесь, если я с такой же силой потру, то у меня будет вот так, да, а здесь нет. Поэтому важно... И материалы, конечно, играют роль, конечно. То есть... А карандаш одного производителя, давайте так, хоть карандаши, казалось бы, все одинаковые, и даже если там написано 2B, грифель и связующие грифели все используют разное. Поэтому, как и в акварели, даже если у вас тюбик и там написано один состав, и у другого производителя написан тот же состав, это совершенно не значит, что это одно и то же. Поэтому обязательно нужно пробовать. Один карандаш может быть темнее у одного производителя, у другого может быть светлее при той же тоновой градации, то есть при той же маркировке, я имею в виду, разную давать тоновую градацию. Поэтому... эфир по штриховке, основы. Я не штрихую академично, я не хочу вас учить вот этому. Ну, то есть... Для того, чтобы штриховать, я рекомендую тогда курсы по академическому рисованию. Все, я не придерживаюсь, а учить, как сказать, это просто, как я штрихую, это мой взгляд. И это уже, там, не знаю, моя техника, которая там совершенно к академическому рисованию не относится. И я частично иногда штрихую не по форме, не по правилам и так далее. Она уже сформирована просто годами. Поэтому я не считаю правильным учить этому. То есть это не как бы не основы. То есть я могу какой-то, я не знаю, дать мастер-класс, но это не совсем будет правильно, потому что в дальнейшем, если вы хотите правильно штриховать и ставить руку, то это нужно академическое рисование, и нужно там годами этим заниматься, понимаете? Я не специалист во всех областях. Как бы, если даже я хороший, не знаю, хирург, это не значит, что я хороший какой-нибудь, кто там, нефролог и так далее. То есть для каждого есть свои специалисты в областях, очень похожие художники на врачей, потому что в каждой области мы почему-то думаем, что если художник рисует, значит, он одинаково хорошо рисует во всем. Это не так. Вот, и я не считаю вправе себя учить тому, в чем я не считаю себя компетентной. Поэтому, как бы, не будет по штриховке уж точно кого-то. У меня есть эфир по штриховкам, и я даю часть какого-то академического рисования в курсе по перспективе на интеркласс. Там мы рисуем графические работы. Вот, там я специально постаралась, зажала себя в рамки и дала информацию как почти из учебника. Вот, но как бы в целом я обычно рисую не так, поэтому здесь вот. Но это как бы я думаю, что мой ответ. Так. Я один раз зафиксировала лаком для волос пастельную работу и испортила, потемнело и в крапинку пошло. Лак профессиональный даже был. Светлана, я в целом говорю про то, что лаки для волос это возможно, это самый бюджетный вариант. Но он плохой. Плохой. И когда мне будут говорить, что специальные фиксативы фиксируют хуже, чем, не знаю, лак прелесть, ну, честно, я так похихикну и уйду в сторонку. Потому что... Во-первых, очень важно, это распылитель. Вот кто пользовался пульверизаторами, прекрасно знает, что один пульверизатор распыляет вам крапинку пятнами, а другой и очень хорошо. И вот тут важно, чтобы ваш... И в лаках тоже, если дешевый лак, очень часто он распыляет неправильно пятнами, и у вас кусками летит все это, и это будет в крапинку. И я с этим сталкивалась, когда пастелью рисовала портреты, это было ужасно, потом приходилось дописывать какие-то куски, потому что у меня тогда не было денег на какие-то правильные фиксативы. Когда я обзавелась хорошими фиксативами на тот момент, я как бы такая, а что, так можно было? Ну, то есть давайте как бы понимать, что бюджетный вариант какой-то домашний отличается. Это все равно, что вы, там, не знаю, что-то будете покрывать лаком для ногтей, да, есть специальные лаки, которые для этого предназначены. Вот, поэтому в любом случае. Вот, когда про врачей сразу понятно стало. Да, я всегда сравниваю
ну, вот очень похожа наша работа на работу врачей, потому что у каждого свой профиль. И каждый, несмотря на то, что каждый может быть хорошим и профессиональным врачом, и знать какие-то основы, и уж, да-да-да, помочь, там, спасти жизнь, не знаю, там, реанимацию, какое-то искусственное дыхание сделать, то есть тот, кто лечит, не знаю, там, голову и микрохирург, вряд ли он будет заниматься какими-то другими вопросами ниже, или там еще что-то. То есть, да, и здесь это же не значит каждый профессионал в своей области, поэтому очень важно. Так, так, да. Да, надо было специальный лак лучше брать всегда, потому что наши работы, они важнее, чем материалы, которыми мы работаем. Когда мы экономим на материалах, как сказать, ничего плохого в этом нету, но часто это риски, вот такие. И испортить работу, конечно же, очень, очень грустно. Так, итак, давайте мы перейдем как раз у нас машины. Машины. Поговорили про важное, поэтому здесь. Значит, у меня есть отдельно, и те, кто хочет нарисовать машину, у меня есть эфир, по-моему, во 2 сезоне невредных советов. Там вообще у нас 2 машины. Я какую-то красную рисую, и еще есть эфир, когда фару рисую отдельно. Но это элемент машины. То есть есть, где прям в акварели рисуем машину. Я о нем напомню после этого эфира. Ну, везде на платформах. То есть, если вы хотите отработать еще и в акварели, можете, да, там немножко другая техника отрабатывается, но суть такая. Значит, начнем с самого простого. Почему мы какие-то машины... Почему мы думаем, что машина – это какой-то сложный объект? Но он действительно не всегда простой, особенно какие-то старинные машины с очень такими гладкими формами. Но есть простые элементы, которые существуют у каждой машины, и по которому нужно их строить, и легче всего запомнить. Вот, с машиной Суперэфир я смотрела. Спасибо большое. Да, и кто не смотрел, обязательно посмотрите. Значит, у машины есть лобовое стекло. И я рекомендую начинать с лобового стекла, вне зависимости от того, в каком ракурсе у вас располагается машина. То есть особенности – это прямоугольное, такое трапециевидное лобовое стекло. Залипаю на ваших видео невредных советов. Главное, чтобы все на пользу. Вот. Значит, лобовое стекло, оно в зависимости от того, как вы его построите, правильно его определите, и будет понятен ракурс машины. То есть мы его определяем и рисуем, и сразу как будто бы понятно, как у нас выглядит машина. Ну, давайте я возьму вот эту, я сейчас буду так от себя дострою какую-то машинку, да, ну, то есть, вот, я взяла такое лобовое стекло, сразу понятно, что у меня здесь, ну, как это сразу понятно, потому что у меня есть опыт в рисовании, но как-то, я не знаю, какую-нибудь можно, ну, давайте какую-нибудь такую вот более сложно сочиненную машину. Но со временем у всех, собственно, мы сейчас будем говорить про определенные лайфхаки, которые помогут нам эту машину нарисовать. То есть вот от этого ракурса, от этого лобового стекла у нас и пляшет вся машина. То есть это первая деталь, которую мы рисуем. Если я нарисую вот такое стекло, соответственно, вы сейчас можете не повторять сразу за мной, но вот как бы, то, соответственно, у меня получается какая-то другая машина в другую сторону. Именно стекло вам дает понимание, куда у нас машина, каким образом она у нас развернута. Такой Крайслер какой-нибудь. Значит, и лобовое стекло – это первое, что мы должны определить. Потому что вот когда мы начинаем рисовать от какого-то края, очень-очень странно и очень сложно у нас все получается. Потому что это, знаете, это сродни тому, как мы рисуем в портретах. То есть мы берем такой глаз, такой красивый глазик нарисовали, а потом у нас нос, и потом второй глаз, ну вообще все, убежало, не соответствует и так далее.
Кто проходил эфир по лодкам, у нас эфиры, они взаимосвязаны. И чтобы мне не объяснять одно и то же, я часто стараюсь как бы проговорить этот момент и на предыдущем эфире и так далее. И там мы говорили о том, насколько важна вот эта вот высота машины и высота лодки и ширина лодки. То есть понимание, какая у нас одна пропорция и какая у нас другая пропорция. Вот. На самом деле, как ни странно, это не всегда какой-то вытянутый объект. Если мы смотрим на машину в 3/4, то мы видим, что у нас большую часть переда занимает, то есть вот эта вот часть перед у нас занимает большую часть ширины, и бок совсем чуть-чуть. Это очень важно. Я тут поставлю, не знаю, 15 восклицательных знаков. Что вот это почти в 2 раза больше вот этой величины. Это прям супер-супер главное, супер важное, что есть у нас. Почему? Сейчас покажу, какие ошибки. Мы с вами всегда говорим, да, какие у нас ошибки в машинах. И у нас ошибки будут вот таким образом выглядеть. Когда мы рисуем, думая, что, ну, класс, ну, вот мы такие перед взяли, ту же машину я взяла, например, возьму. Так, и здесь у нас, и мы такие нарисовали, вроде и перед, вроде бы все тут у нас есть. Сейчас вот здесь. И правильно. И здесь у нас дальше начинается окно. Еще рядом с ним окно, еще и не по перспективе. И у нас здесь потом почему-то колесо, и еще колесо. Что у нас происходит с машиной? Если я посмотрю на эту машину сверху, то я увижу, что она превращается в прямоугольник. Она как и есть прямоугольник, так она им и остается. То есть вот здесь вот сейчас. То есть я вижу, что она вот такой вот вытянутый прямоугольник с ребром вот в этой части. То есть она имеет вот в каждом, здесь 90 градусов. Сейчас там ушло немножко. То есть у вас же машина сверху не выглядит как-то странно, да? А вот при такой раскладке она у вас будет, мы не впишем, у нас будет с вами вот такой вот ромбик. С не 90-градусным углом. То есть у нас машина с вами будет перекособоченной и выглядеть косой. Это неправильно. То есть очень важно для вас первое, что это найти лобовое стекло. Второе, определить, где вот эта ваша линия. Линия ребра. Она всегда будет. Она очень условная, но она, как и у портрета человека, когда мы его рисуем в 3/4. Иначе с портретом происходит, кстати, то же самое иногда. То есть вот у нас там есть лицо, и мы вроде бы как бы эту часть лица, сейчас я какую-нибудь нарисую. Значит, нарисовали все, тут лицо, как бы поняли, там, не знаю, нос. Вот так вот сделали, и дальше у нас здесь где-то ухо, здесь где-то, понимаете, что получается? Получается, что вот эта вот часть, она непропорциональна. На самом деле, когда мы в 3/4 видим лицо, то и машина, и лицо человека вписываются в определенный кубик. Все является какой-то простой формой, поэтому здесь будет ухо, здесь закончится голова, там и так далее. То есть оно является тоже определенным объектом, который нужно вписать. И вот здесь вот это важно. Значит, я показываю сейчас машину в 3/4. Сейчас, чтобы вы чуть-чуть отдохнули, давайте я покажу вам и упрощу вашу задачу, потому что мы к этому еще вернемся, и как их строить, и как раз нарисуем. Значит, второй у нас будет, да, это вот эта вот линия. Давайте сейчас. И третье важное, это просто то, что нужно запомнить, что в таком ракурсе 3/4, когда мы видим машину спереди, да, когда мы видим, это важно. Есть вот здесь еще какие-то обычно фары, бампер и колеса. И я такой джипик нарисовала. Значит. И у нас, конечно же,
ушки наши, это боковые стекла, да. У машин, которые в современном мире, они все будут широкие внизу. Вот, потому что мы возим свою тушку, и если мы посмотрим на машины, например, более, ну, там, начала века, то они были все узкие по нижней части, то есть это были вот такие вот больше похожи на кареты, и вот отдельно уже рядом, да, стояли колеса, но они никак не были... Ну, тут вот какие-то фонари, то есть все это было вот так вот, и верх у нас был гораздо больше, чем... Я просто в другом ракурсе сейчас рисую машинку, на свой взгляд. Ну, там подпорка какая-то. То есть у нас получалось так, что вот эта часть, она у нас шире и больше, чем нижняя. Потому что, ну, как-то вот головы возили. Сейчас у нас возят не головы. И сейчас... даже уже начиная, ну я шучу, конечно, это просто так легко запомнить. Начиная с какого-то времени, когда стали появляться уже более такие машины, похожие не на кареты, шло расширение к низу. Здесь еще, видите, сужение, и тут видно эта форма по низу, она так немножко сужается. Дальше все равно пошли уже расширения, они здесь уже бочоночки, а верх у нас маленький. Значит... Относительно машины, что важно? У нас бывает либо светлое стекло, либо темное. Мы сейчас в самых простых вариациях нарисуем. То есть вот я нарисовала какую-то такую. У нас бывает с вами либо темное, тогда у нас, я не знаю, какие-то фары, там еще что-то. И здесь... Это тот момент, когда я показываю вот тем, кто еще, кстати, это не выучил, что не нужно границы рисовать, да? Границ нет. Смотрите, я всего лишь... Забыла то колесо, простите. Всего лишь нарисовала темные участки и тем самым получила машину. Я ее не обводила по краю, но машина получилась, потому что у нас есть, это у нас первый вариант темное, да. И второй вариант, это будет светлое стекло. А светлое стекло у нас говорит о том, что, например, лобовое, что вся машина может быть темная, ну или может быть темная за ней, то есть... Таким образом. То есть мы с вами опять не обводим все прям по кругу, да, а мы рисуем тени и свет. То есть второй вариант. Первое, темное здесь, светлое здесь. Значит, фронтальная машина будет выглядеть абсолютно так же. То есть у нас будет, нарисуйте такие зарисовочки. Будет темное, например. Важно. Сейчас я скажу, что. Значит, и светлое. Светлое, значит, темное все вокруг. Ну, может быть, темный капот, но представим, что у нас все. Значит, важный момент. Чем выше лобовое стекло, тем более... И чем выше лобовое стекло и... Соответственно, да, у нас как бы посадка машины, да, то есть она у нас приподнята. Я думаю, те, кто машинами занимается, да, и чем приподнятее машина, тем больше это внедорожник, да.
Мы как раз его с вами здесь нарисовали. Потому что у нас очень странно при этом выглядит, например, внедорожник, который начинают рисовать вот так. То есть у нас вроде бы, казалось бы, высокое стекло. Я уже просто эту ошибку часто смотрю. И такие, знаете, шинки у машинки. Сейчас, если будете себя узнавать, то прям... Видите, уже сразу не машина, да, это у нас неправильный вариант. Что в нем нарушено? Что у нас нарушены особенности формы. У нас обязательно вот здесь, то есть это внедорожник выглядит, почему? Потому что у нас здесь такая вот высота, нам обязательно нужно измерять. И достаточно высокий вот этот подъем. И высокое лобовое стекло. То у нас это все-таки больше будет похоже на какой-то внедорожник, а не на легковую машину. То есть все-таки это что-то такое среднее, да, между, то есть уже не совсем там седан, да, поэтому такой хэтчбэк, либо внедорожник. То есть когда у нас высокий, не сажайте машину на, ну, чтобы она ползла. Второй момент ошибочный в этом же случае делаем. Но это, кстати, во всех случаях. Значит. И у нас колесики. Мало того, что маленькие, они еще непонятно где располагаются. Как будто два зубика у этой бедной машинки. Значит, важный момент, что, да, мы, давайте так, это тоже неправильно. Значит, я сейчас нарисую еще раз. Фронтально и в 3/4. Значит, вне зависимости от всего, колеса видны сбоку. Поэтому они будут у самой крайней точки машины. Если мы даже видим ее спереди, давайте здесь спереди. Там, не знаю, как-то так. Как будто там что-то еще. Вот. То у нас будут колеса вот здесь. То есть мы ее видим только спереди, там все это у нас сливается, колеса у нас у крайней точки машины. Никак не зубики посерединке, никак не наоборот, не знаю, там вот тут вот где-то, где уже машина закончилась. То есть это неправильно. Узнаю себя, да. То есть это у нас, хотя казалось бы, а все гораздо проще, потому что нужно посмотреть на машину в реальности. Давайте это и сделаем. Значит, вот хороший пример. Значит, вот мы видим машину почти фронтально. Посмотрите, где находятся колеса. Они находятся у крайней точки. Почему? Потому что мы видим бок колеса. Мы видим, что вот как раз вот эти, о, господи, как-то защита, колпаки, да, вот здесь, мы их видим, у нас колеса не прячутся где-то в глубине машинки, да, там внутри, это детская машинка, потому что в детской машинке колесики крутятся внутри машинки, поэтому у нас и создается такое ощущение, это детская машинка. И это тоже, на самом деле, детская машинка, потому что к рулевому управлению это вообще никак не относится. Да? Когда мы видим такую же машину сбоку, то у нас присутствует, в принципе, все то же самое. Я вам не просто так сейчас рассказала про 3/4, потому что это важно для начала, чтобы было понимание. Иначе наши 3/4 превратятся вот в этот вот страшный катафалк. Я уж молчу про крышу, которая вот это вот просто, вот эти катафалки с колесами, как будто из детского сада, нам вообще просто не нужны. Мы против этого. Давайте смотреть и измерять, да, как у нас это выглядит. Машина сбоку, что я вижу? Допустим, темное стекло. Дальше я вижу очень узкую боковинку, то есть очень узкий вот этот часть. Я вижу практически перед и вижу вот этот бок. Далее я вижу сбоку что? Маленькое такое колесо. Колесо практически вот такой тонкой штучкой, да? Далее следующее. Тоже я вижу
кусочек колеса, и вот здесь. Можно вообще не прорисовывать вот так. Можно прорисовать еще проще всегда. То есть как вот я рисовала раз, два, все. Это уже сразу у нас будет колесо сбоку. Дальше мы его выводим в переднюю часть, там, где у нас здесь там бампер, еще что-то, да. И у нас будет еще одно колесо. Вот ваша машина сбоку. Все, достаточно 2 полосочек. Если вы посмотрите, то здесь полосочка стекла, полосочка колеса, полосочка стекла, и еще здесь полосочка нашего прекрасного, как его, бокового зеркала. Значит, по тени, да, тень, как правило, у нас располагается под машиной, и там есть еще одно колесо у нас, да, которое вот здесь соединяется, и часто вот таким образом выглядит тень. Потому что, если мы посмотрим, давайте я расчленю эту машину, то есть вот у нас что, я сейчас просто вам схематично прорисую, тонким больше, да, чтобы вам было понятно, что же я здесь рисовала. То есть вот у нас вот так, 2 колесика, этого достаточно, только оно что, имеет какую-то толщину. Но я могу то не указывать, потому что далеко не вижу, и все. То есть вот у нас перед, здесь. Я рисую сейчас внедорожники, не седаны, да, потому что такие крупные. Я хочу, чтобы вы на крупной форме поняли, что не так. Значит, и здесь у нас колесо. Сбоку оно. Мы уже, да, вот оно сбоку. Оно не вот там внутри. То есть неправильно будет, если мы при 3/4, часто тоже. Почему у меня машина падает? У меня есть вопросы такие. Значит, бок правильно нарисовали. Здесь колесо правильно нарисовали. А здесь его почему-то вот сюда поместили. Ну и что у нас с этой детской машинкой произошло? Где у нас должно быть колесо? Справа, где оно и есть. Мы же видим вот эту часть, мы видим. Эту часть мы видим. Поэтому колесо будет контактировать с краем машины. То есть оно никак не может быть вот здесь. Оно не внутри нее. Оно будет контактировать с краем. Если край здесь, значит, колесо тут же закончилось. Все. В любом случае. Далее. В этой машине, если я посмотрю на нее, то у меня получается что? Одно колесо, другое колесо. Я сейчас вверх машину убрала. Значит, здесь колесо. И здесь у нас колесо. Ну, вот я представляю, что вот у меня вот так вот стоят колеса. И у меня там есть еще одно колесо, правильно? Соответственно, тень под машиной у меня будет между этими колесами. Ну, мы сейчас берем просто, да, без падающей какой-то тени, хотя бы тень вот под машиной. И вот тут вот всегда у нас будет треугольничек наш волшебный. Вот этот треугольник. Вот он. Он нам важен. Вы его сохраняете, это дает объем. То есть там у нас где-то колесо, которого мы не видим. Но мы здесь делаем штриховку тени, оставляя светлый треугольник. Соответственно, этот треугольник под бампером, под вот этим всем объемом дает нам понимание, что машина едет. Мне очень нравится ваш урок по машинам от Интеркласс. Прекрасно. Да, у меня есть такие уроки еще и на других, и на своих платформах сейчас. И есть бесплатный урок в невредных советах во 2 сезоне. Красную машину мы там рисуем. Значит, это важно. Поэтому у нас здесь проявляется вот такой вот треугольничек. Когда мы видим машину фронтально, то тут у нас просто белый, да, участочек вот насквозь, потому что у нас одно колесо идет за другим. Когда у нас 3/4, и помним, что вот это очень узкая часть, то у нас здесь будет треугольничек. Так, Елена, спасибо, да, хорошего дня всем, кто отключается и подключается, всем спасибо. Так, далее. То есть у нас получается с вами, вот мы определились, как выглядят внедорожники, такие вот большие машинки, любые, да. У нас далее, как будет выглядеть, и еще важный здесь элемент, вот здесь вот наклон стекла не сильно большой, то есть практически без наклона стекла.
Сейчас вы поймете, о чем я говорю. То есть вот здесь вот этот наклон, он небольшой. Мы практически эту трапецию, да, видим вот так, без наклона стекла. А когда мы начинаем рисовать седаны, то там возникает другая история. То есть мы видим этот наклон стекла, он гораздо больше. Давайте что-нибудь такое посмотрим. Сейчас. Вот, кстати, вид с боку тоже, да, мы сейчас еще про городской пейзаж поговорим и вернемся к этому. Давайте сейчас. Ну, например, да, то есть вот у нас здесь наклон стекла. То есть если я буду рисовать эту машину, то мое стекло, оно будет вот такое. У него здесь гораздо больше наклон. Ну, я условно эту машину. И гораздо выдвинутее перед машины. Все. То есть я уже... Ну, я, конечно, не такую там прям рисую, да, то есть что-то такое. Здесь у нее и бампер, там вообще не видно, что. Значит, колесо. Ну, там, допустим, уже и под колесом тень, там вообще она уже лежит. Все равно бок, он не такой огромный, как нам кажется. Вот таким образом у нас будет выглядеть седан. Без обводки, без всего, да, за счет светотени. То есть у нас уже какие-то седаны, легковая машина. Значит, что у нас? Стекло уже, наклон стекла больше, фары дальше, да, то есть вот этот участок, он дальше от стекла. Посадка ниже. Почти не видим света под машиной. Супер, а вы мотоциклы рисуете? Ну, мы сегодня не будем говорить про мотоциклы. Я рисую все, нет разницы. Мотоциклы, самолеты, везде пятна. Если, в принципе, рисую пятна, да. Профессионально ли я рисую мотоциклы? Нет. Каких-то тонкостей в мотоциклах я не знаю. Но если надо будет нарисовать мотоцикл нарисую. Как бы это вопросов нет. Просто, ну, надо бы. Я не люблю мотоциклы, рисовать их не очень хочу. Машины люблю, в автопроме работала. Поэтому это нравится. Значит, соответственно, когда мы видим фронтально эту машину, у нас гораздо ниже стекло. То есть оно с наклоном, и оно узенькое, да, узкое стекло. Далее у нас более широкий низ. Здесь у нас колеса, которые очень низко стоят. Ну, я так сейчас утрирую, да. Но суть такая, то есть в этом даже фронтально машина отличается от этой машины, да? Видим. Понимаете, в чем разница? То есть здесь у нас узкое стекло, наклон стекла. Я рисую только тоном, я не рисую машину, я не рисую, не обвожу даже ее, да? Форму я рисую только темные участки. Вы достраиваете до машины, ваш глаз работает. Значит, точно так же, если машина будет где-то еще там, вот мы это видим, например, сверху я взяла, но, допустим, ракурс сбоку, такой, не знаю, такси, ракурс тоже. Какой-то такой. Здесь сбоку у нас колесо, еще одно. То здесь у нас будет, конечно, просвет, но он будет очень такой, знаете, маленький, почти его нету, да, почти нет этого просвета. Я думаю, что этот момент понятен. Нужна практика для того, чтобы это нарабатывать. Но основные моменты, это важно, колесо сбоку. От размера стекла будет зависеть и наклона стекла, какой тип машины вы рисуете. Именно поэтому я сказала, что первое – это лобовое стекло. Потому что в таких седанах это всегда наклоненное стекло. И очень странно видеть, ну вот тоже опять обратную, да, картину, когда у вас вот такое вот наклоненное стекло, такое узкое, знаете ли, сейчас...
сильно туда, тут такое все такое, и вот тут вот фары, и потом эта машина вот на таких вот высоких колесах. Это довольно странно, потому что опять у нее не соответствует верх-низу, понимаете? Тоже не соответствует. Не будет так. У внедорожников, у всех машин на высокой посадке и стекло больше, они выше здесь, в этой части, да, в этой зоне. Поэтому это важно отслеживать, то есть как это выглядит. Чтобы получилась конкретная машина, надо, конечно, много практики. Для начала должна получиться машина, правильно? У меня вот, например, тоже Мерседес получился, но такой, скорее, 600-й в данном случае, если вы разбираетесь, плюс-минус, ну, как бы такое, больше из 90-х немножко. Потому что я стилизую под наш... Потому что вряд ли вот такая машина, таких машин больше. Это, там, не знаю, скорее, там, и Kia Rio, какой-нибудь Мерседес из стареньких. Но, естественно, такие у нас меньше ездят по дорогам. Поэтому надо рисовать машину к жизни приближенную, а не вот все, что попало. Далее. Что мне хочется сказать из важного, что вне зависимости от того, если вы рисуете, да, вам, значит, давайте так, домашнее задание вот здесь я дам. Нарисовать за счет света-тени. Давайте вот эти два типа машин в различных ракурсах. Ракурсы надо изучать. Тут как с лодками. Понимаете, тоже нужно будет смотреть, что-то погуглить, где-то посмотреть, изучить. Бывают какие-то фронтальные ракурсы, более простые. Видите, когда у нас там просто просвет и все. Ну, тут такая вот вереница автобусов. Значит, бывают какие-то более сложные. Но у нас, по сути, вот этот боковой ракурс 3/4, он классный, он смотрится классно, он сложный. Конечно же, но запомнить, что вот эта вот часть у нас, смотрите, какая узкая, как мало мы видим эту часть с колесами, насколько больше мы видим сам зад машины, там, перед машиной, да, и бок мы видим совсем мало. А боковые части машины мы видим только, когда эта машина отдельно, это портрет машины, тогда она стоит для вас как угодно. В обычной городской среде мы видим либо перед, либо зад, и бок совсем чуть-чуть. Эта часть очень узкая. То есть не надо опять превращать вот такие катафалки, вытягивать ее относительно вот этого. Сейчас, если будет время, я покажу, как правильно строить еще какие-то моменты. Но нам с вами в этом уроке важно для начала понять вот эту простую форму упрощения. То есть темное стекло, светлое стекло, да? Темное, светлое, темное, светлое. Фас 3/4. То есть, по сути, у вас должно быть как минимум 4 варианта каждой машины. То есть, также вот это темное, светлое, в различных ракурсах. Я покажу сейчас, и это вторая часть задания, это посмотреть, как машины рисуют художники. У нас было такое задание в людях. И здесь важно, в городском пейзаже. Я покажу вам несколько художников, и это тоже интересный момент. Если машину, вот это Дусан Джукарик, серб, если машина рисуется отдельно, то вот отдельно она как бы имеет место быть с разных ракурсов. Я специально сохранила. Но когда мы рисуем ее, так, это велосипед, когда мы рисуем ее в городском пейзаже, по сути, мы всегда видим ее почти без боковой стороны. Вот здесь видно, сразу я вам нашла такую, что референс, работа. Во-первых, посмотрите, насколько человек трансформировал, да, художник трансформировал все, да, из вот этого референса, сделал вот эту работу. Вот. А во-вторых, почти все художники, и вы удивитесь, рисуют вот это лобовое стекло без какой-либо еще боковой стороны. Ее не прорисовывают. Это так, потому что в реальности мы почти ее не видим. Машина либо стоит припаркована, едет и так далее. Вот, посмотрите на Джозефа Збуквича, наша легенда акварели, и тут вы прекрасно тоже увидите, что вот либо темное стекло, либо светлое стекло, да, то, о чем я говорю. Дальше идет какой-то, вот эта часть машины, наклон большой, значит, это седан, видите?
здесь. То есть наклоняется узкое стекло, большая часть занимает сама машина. Дальше сбоку мы видим вот эти две палочки колесиков. Ну, вот как я здесь, да, прорисовывала. Две палочки колесиков, две палочки колесиков. Так как это седан, то он низкий, и мы не видим там просвета. Все. И какой-нибудь свет здесь, блик, можно оставить, можно нет. Точно так же вот эту более высокая машина, тут вот уже видно по стеклам. Но видите ли вы какие-нибудь странные ракурсы вот такого рода? Нет. Так зачем мы их рисуем? Зачем? Они являются главной задачей, там, не знаю, вашей работы. Такими машинами мы только портим весь пейзаж. Потому что для пейзажа не имеет значения, в каком ракурсе у вас развернута машина. Сейчас покажу еще. Вот смотрите, волшебство. Джозеф Буквич. Посмотрите на работу и посмотрите на референс. Специально, то есть это натурная работа. Изучайте, пожалуйста, художников. Посмотрите внимательно, как художник трансформирует машины. Зачем ему рисовать их с видом сбоку? Он рисует так, как они эффектно выглядят. И вы скажете, ну дорога ж туда не идет, не знаю, там она не едет. Да какая разница? Какая разница? Никто не будет туда приходить и сверять. Вы передаете настроение. Художник не копирует реальность. Давайте, художник передает впечатление, а не копию. Пока этот момент, он не будет сепарирован, пока вы не отрежете эту пуповину от референса, будет очень сложно именно стать то, что все хотят, да, стать в свой стиль, там еще что-то, да, приобрести. Потому что нужна вот эта сепарация от того, что вы видите, от референса. Надо свободно менять. И, как правило, то, чем мы с вами занимаемся на курсе здесь, да, это собрание собственной копилки вот таких вот образов, которые вы отработали. И все художники действуют именно так. Поэтому вы знаете машины с Буквича, Люди Кастаньета, потому что художник, он берет вот этот отработанный им образ, который классно смотрится, и использует его на работе, даже если там машины стоят по-другому. Но сейчас они стоят так. Через час они развернутся, будут стоять в другую сторону. Так мир настолько... Она выглядит очень реалистично, несмотря на то, что мы взяли и поменяли все, что там есть. Я уж не говорю про отсутствие там зеленого и всеми так любимого вот этого бежевого цвета. Вот. Дальше, еще покажу Джозефа Буквича еще раз. Благо, это в свободном доступе у него есть на странице, и вы можете посмотреть. Это, и еще внимательно всегда листайте, потому что есть работа, и он прикладывает референс. Это тоже классно. Посмотрите, как выглядят машины. Вот этот треугольничек просвета. Он иногда есть, но иногда его нет, да, потому что это больше седаны. Есть большой наклон, есть узкое стекло. Оно либо темное, либо светлое. Потому что упал свет, стекло бликует, не упал свет, не бликует. И это рядом находится, не рисуем машина. Машина – это лишь образ, который помогает, подчеркивает всю, там, не знаю, все, ну, для композиции, да, в вашем объекте. Если бы здесь было все темное, не было бы светлой машины, не было бы дополнительного пятна в фокусной точке, да, у нас есть вот здесь вот тоже определенное композиционное решение. Посмотрите, а сейчас я вам референс покажу. Та-дам! А вот так вот машины едут, да? Как они едут? И тут мы, конечно, можем просмотреть и всю эту машину, и вид сбоку. И кажется, что если мы эту сбоку всю не нарисуем, то мы просто умрем, и наша работа не получится. Еще раз. Тамс. Тадамс. То, чему мы учимся с вами сейчас, это как раз абстрагироваться от детальностей, чтобы понимали вы, что реализм работы – это работа реалистичная. И я вам сейчас показываю это специально, чтобы вы понимали, что реализм работ не зависит от прописывания всех деталей, которые вы видите.
Это зависит от правильно пойманной формы, от правильно упрощенных моментов. И вот так вот, когда мы упрощаем, то есть не знаете, как нарисовать машину, рисуем вот так. Рисуем просто стекло светлое, темное. Здесь вот на высоких колесах, да, когда она там, здесь вот она у нас сидит. Не знаю, можем вообще еще там вообще все залить. То есть вот у него, например, светлые, да, скопируйте. То есть просто вот у нас светлая машина, да, вот это светлое стекло, тут у нас уже тень, там вот эта вот тоненькая линия карандаша, которая здесь есть, которая подчеркивает все. И все, и вот у нас уже, и она там соединилась совсем. Здесь мы видим чуть-чуть два боковых колеса. И вообще там все слилось, и ничего не видно. И какая-то тень ушла. То есть здесь может возникнуть вопрос, едет она вперед или назад. Неважно. Неважно. Вообще очень мало каких-то важных вещей в этом. Если вы знаете, и эта машина, лучше пусть она будет вот такая, чем она будет вот такая, понимаете? Есть большая разница. Конечно, придумывать свое видение сюжета на основании референса. Это основное. В этом и есть референс. Это ссылка, но никак не то, что нужно копировать. Поэтому смотрим на простые маленькие машины, стараемся их упрощать. Как мы можем их упростить? Вот так, вот так, вот так. То есть, как вы упростите ваш взгляд, это будет как раз и ваш стиль, понимаете? Все просто на самом деле. Так, как вы сможете их упрощать, это и будет ваше стилистическое решение. Копируют все одинаково, упрощают все по-разному. Давайте я прям запишу это, да? То есть у нас это копируют одинаково. Мне надо этот сборник изречений. Шучу. Упрощают по-разному. И от этого вашего упрощения и будет стиль. Когда вы посмотрите вот на это, вы поймете, о чем я говорю. То есть так, как упрощают машины, как упрощают объекты другие художники, это и формирует их собственный уникальный стиль. Вы уже смотрели, скорее всего, на людей у каждого художника, вы видели, как упрощают людей все по-разному, но основываясь на форме, правильной форме, да, то есть вот у нас машины. И это важно. А теперь давайте, ну вот показала вам, вот еще могу его работу показать. Тут нет референса, но я думаю, понятно, еще лучше понятно. Кое-где остается треугольник просвета, кое-где его не остается. Если это седан, он низкий, светлое или темное. Посмотрите еще внимательно обязательно других художников. Кстати, тут тоже по Збуковичу, я считаю, это must-have к изучению. Реализм. Много окон нарисовано. Вообще их, это, знаете, это как 3 окна, и все сливается в мире. Неважно, насколько классно у вас прорисован один объект, важно, как это будет смотреться вместе. И вот здесь вот вместе работа, это как раз то, над чем нужно думать. Значит, дальше. Относительно машин в городском пейзаже. Важный момент. Если мы смотрим, и мы идем по дороге, вот наша линия горизонта, линия наших глаз. Не могу про это не сказать. Вне зависимости от того, где у нас наша машина находится, вдалеке или вблизи, если это машина одной марки, то ее крыша располагается, то есть мы чуть-чуть выше машины, там стоим, идем, человечек такой немножко. Значит, машина у нас здесь будет. Будем видеть ее сбоку. И вне зависимости, где она у нас там располагается, здесь или вот здесь, давайте еще больше нарисую, как раз мы видим ее бок снова. Уже видим какие-то тут детали. Можем как раз видеть темное стекло, например. Тут мы что помним? Что у нас колесо есть, еще под ним есть тень.
Дальше. Вижу я вообще сбоку машину. И вот тут вот я должна решить, что она у меня темная. Ну, давайте темная будет сбоку. Отделяется. Будет какой-то такой... элемент. Вот. Чем ближе я вижу машину, но ее крыша, если эта модель одна, она находится на одной высоте. Крыша на одной высоте. Повторять буду бесконечно, потому что этот момент никто не слушает, не слышит. И оттуда у нас появляются и, важно, мы не видим крышу, кроме тонкой линии. Со своего ракурса мы не видим крышу, поэтому вот эти вот странные катафалки, у которых, как ребенок рисует, видя крышу, как будто мы там ее видим, и причем идем тут по городу и видим эту крышу, такого быть не может, не будет. А все почему? Потому что надо смотреть то, что мы реально видим, и где у нас находится машина. Так, сейчас. Сложно для меня упростить, но оставить узнаваемый объект. Безусловно, но вы думаете, за секунду это все произойдет? Я где-то 10 лет рисовала в карандаше, в графике до того, как познакомилась с акварелью. То есть сейчас я рисую около 17 лет в своей жизни. Даже если вы быстро все осваиваете, то все равно но это не значит, что понимание – это первый шаг. Сложно упростить. Я не говорю, что это будет за секунду. Но практика, а мы обычно такие, я не буду практиковаться, надеюсь, что когда-нибудь я смогу это сделать. Так как без практики-то это сделать? Никак. Нарисуйте 150 машин, и тогда будет легче упрощать. А у нас, само собой, оно никак, этот опыт у вас только через практику. Он сам никак не получится. Так. Гениальный талант учителя. Наконец-то машины стали для меня понятны. Спасибо. Спасибо большое. Конечно, работаю. Спасибо большое за такое понятное объяснение. Спасибо вам за обратную связь. Вот немножко наворчалась, но мне очень приятно, потому что это, правда, для меня важно. Вот. И я как-то сразу, знаете, и настроение поднимается, и хочется столько отдавать. Это же, работает. Все мы работаем на какой-то отклик. Это нормально, это важно, это очень ценно. Значит, смотрите по машинам. Вот тут вот хорошо тоже видно. Вот у нас машины. Эта машина, Volvo, она крупнее, да? Это как раз, это 2 седана. А это у нас какой-то внедорожник, условно я так называю. Соответственно, его высота крыши, она, конечно, чуть-чуть больше. То есть, если это внедорожник, он будет чуть-чуть выше. Но вот 2 седана. И вне зависимости от того, дальше он или ближе, колеса различаются, но их линии, да? Крыша находится на одной высоте. Значит, это меняется только когда мы смотрим сверху. Но разве вы рисуете с ракурса моста? Нет, конечно. Но я зачем эту фотку сохранила? То есть даже если мы рисуем с ракурса моста и видим машину почти сверху, мы не видим крышу так сильно, как кажется нам. Посмотрите, по размеру машины это всего-навсего... Сейчас. Вот у нас весь размер машины, да? И вот тут вот это всего-навсего одна, сейчас какой-нибудь красивый желтый, например, чтобы виднее было. Вот это ширина крыши, а вот у нас высота машины. Так сколько от этой крыши? 1/10, 1/10 мы видим. И это при ракурсе вида сверху. А при ракурсе фронтальном, вот как я уже показывала, там вообще этой крыши не видно. То есть даже если, вот смотрите, здесь я возьму, скажите, побольше, измеряйте все, посмотрите, где закончилась машина, а где крышу мы ее видим. То есть и этот момент, даже если здесь кажется, что больше, посмотрите, все равно какой размер.
А у нас все время как будто бы эта крыша какая-то огромнейшая, вот такая вот, и мы ее видим. Нет, так не происходит. Она совсем, оставлю даже вот этот вот такой изрисованный. Значит, вот, если машина едет на нас, вот то, что я показывала, вот это 3/4, здесь у нас колесо, там узкое колесо, тут у нас, да, вот этот наклоненный узкий момент стекла и довольно выпученные вперед фары. Вот у нас получается это тонкая, низкая, это айфоны. Могу стикер-пак сделать, да. Значит, тонкая линия вот здесь. И больше ничего. Тонкая линия крыши. Опять два вот таких эллипса, полосочка. Не видим просвета, потому что это у нас какой-то седан. То же самое. Вот, все узкий, с тонким наклоном. Я показываю разные модели, но показываю, что на них все одинаково. Вот она, фронтальная, да, наша история. Почти ничего не видим. Здесь узкая, но с большим наклоном, то, что мы с вами рисовали. То есть в зависимости от... То есть вот такая. Можем вообще здесь заштриховать, как будто не видим ничего, да? То есть совсем. Просто здесь у нас, видите, дорога наклоняется. Был бы просвет, если бы у нас дорога шла... То есть машина чуть-чуть наклонена на нас, поэтому мы ничего не видим, бампер нам закрывает. Если бы дорога была идеально ровная, либо шла в горку, мы бы видели чуть-чуть просвета. Ну, вот таким образом, например. То есть вот она, ровная дорога и так далее. Вот здесь тоже очень хорошо видно на этой картинке, как у нас, где же линии горизонта, где же линия, проходящая через крыши. Так, давайте я сейчас ее проведу. Можно прям, знаете, чтобы вы так не переживали, вот я сейчас по линейке это сделаю. Так, сейчас. Чтобы видно было. Все, линейку убрали. А вот теперь внимание, смотрите, на вот эту машину едет чуть далеко, на вот эту машину, я там даже крышу закрыла, вот эту машину. То есть где находятся их крыши, вот если я сюда доведу, то и на эту машину. Hi, thanks for a lot of interesting tips. Isn't it possible to have English subtitles in the next class? This is so interesting, but lots of guests. Yes, I understanding that it's. I try to speak English and Russian at the same time, and I understand that it will be that the live stream will be more longer than I than I have a time. And I think about subtitles, but it's difficult sometimes to find a translator who make it, and I haven't a time to write the subtitles. But of course, I save Russian subtitles for this lesson, and maybe it's help you to translate, but I know. But now I work on English subtitles in my school, Art Kustovo School, the link in the bio. And I think that after maybe next month, I will have some lesson with English subtitles, and you can make it. You can try to work on it, and yeah, thank you for your attention. Так. Как показать, если мы стоим наверху, а машина спускается с горки? Вы нарисовали 150 таких машин? Вот когда нарисуете 150 таких машин, то тогда я расскажу, как с горки. Мы хотим поступить в университет, не заканчивая школу. Зачем выбирать? Еще раз покажу. Товарища Збуквича. Я так шучу, конечно. То есть, понимаете, человек, который гораздо более профессионален в этом вопросе, он рисует вот так. Даже если здесь машины как-то упрощая, в этом есть смысл. Не нужно рисовать и уметь рисовать все на свете в жизни одинаково хорошо. Давайте сначала разберемся с простыми вещами. Вот они едут на горку, вот они едут с горки. Вот оно едет с горки. Посмотрите, то, что я вам расскажу, это одно. Вы сами много зарисовывали машин? Смотрели ли вы, как они выглядят, когда едут с горки? Да почти так же. Вот она у нас крыша, вот у нас здесь просветик наш треугольник, вот тут тоже. И вот оно. Сильно отличается?
Сильно отличается, когда они едут на горку с горки или едут по ровной поверхности? Да нет, не сильно. Отличается только их расположение. Здесь крыши не на одной высоте. А как выглядит машина, она выглядит абсолютно так же. Чуть-чуть шире, может быть, видим ее крышу, чуть-чуть шире. Но не в 1000 раз шире. Вот и все. Давайте сначала сделаем такие, а мы хотим опять перескочить. Каждый раз это говорю. В итоге получается, что у нас, знаете, ни тут не доделано, ни там не доделано, ни это не проработано, ни то не проработано. И мы хватаемся за все подряд. И в итоге такие, наверное, вот что-то у меня нигде ничего не получается. Конечно, потому что 3 человека, 5 машин, там, не знаю, еще что-то. Я специально делаю нашу рубрику, чтобы это была недельная, да, хотя бы неделю прорабатывать. Но по-хорошему каждую тему надо месяц прорабатывать, если не больше, а лучше год. Вот, потому что, чтобы хорошо научиться машины рисовать или хорошо научиться людей упрощать, это большая практика. Это большая, это не однодневная вообще никак. Для начала перестанем ошибки совершать, а потом будем какие-то дифференциальные, интегральные уравнения. Господи, вот нарисуйте 100 таких машин, вот в разных ракурсах. И все, и вам будет, вы уже и на горке их такие нарисуете, и под горкой, и вслепую, и в 3 часа ночи вас разбудит, вы их нарисуете. Вот. Далее, вот они как раз спускаются. Посмотрите. Чем они отличаются? Да ничем. Вот, мы не видим вот эту вот. Сейчас потоньше сделаю. Вот она. Вообще не видно практически эту крышу. Она узкая. Вот заканчивается машина. Машина слишком... Она же не катафалк. Она не 3 километра по длине. Она короткая. Соответственно, она стоит на каком-то фрагменте площади. И этот фрагмент площади имеет минимальный уклон. То есть, если здесь есть уклон или подъем, даже если он крутой, но вообще в горках нету 45-градусных, это наклон, ну вот такой, но это где-то около 10 градусов. Соответственно, когда на нем машина располагается, как бы она тут, не знаю, не располагалась, она не выглядит как-то сильно иначе. Я сейчас такую прям, знаете... То есть мы, по сути, она у вас также, да, она идет по этой горке, но мы с этого ракурса видим то же самое. Мы видим лобовое стекло, мы видим там же располагающиеся колеса. Иногда не видим просвета, просто потому что она под наклоном едет, но никак она не меняется. И вот здесь вот очень узкая вот это вот. Понаблюдайте, пожалуйста, сами. Найдите 150 разных фотографий и поизучайте их. Почему-то все ленятся работать самостоятельно. Надо, чтобы обязательно... Я могу дать ключик, но я за вас не буду ни входить в дверь, ни вот это вот. Пока вы сами не посмотрите, как это выглядит, пока вы сами не изучите, ну, как бы, не будет вашей личной практики. Я не могу стать вами, я-то это и так знаю. Так, сейчас... То есть вот мы видим, а когда у нас машины по ровной поверхности идут, то вот у нас линия крыш совпадает. Это только то, что очень важно, да, запомнить вот здесь. А когда они идут по горке, да, линия крыш не совпадает. Ну, посмотрите, какая сильная горка. Но сама машина, она выглядит абсолютно так же, ничем не отличается. Вот еще раз, да, мы смотрим с вами. Когда мы... Вот тут у нас подъем на горку, тут у нас горки нет, крыши находятся на одной высоте. Это машина по модели выше. Здесь крыша на одной высоте. И видим мы сбоку только раз, два. Раз, два. Здесь тоже раз, два. Па-пам-па-па-па-пам. Тан-тан. Возьмите хоть вот так просто кальку наложите, обрисуйте, посмотрите, как выглядят машинки. Вот у всех выглядит бок. Этот бок очень маленький, этот бок всего-навсего. Вот там вот столько, да, относительно ширины машины, которая там закончится где-то вот здесь. Так, почему-то перескочила. То есть вот. Да, как с людьми, получается, все головы на одной высоте. Конечно, потому что я не просто так говорю.
Это ваш глаз. Я его рисую, или вы думаете, это какие-то масонские символы, или что это? Это ваш глаз. Это ваша точка отчета. Вы центр Вселенной. Где вы располагаетесь? Вот, человек ближе будет здесь. Машина, она же не меняет свой размер. Она вот как была такого размера относительно человека, она такой и остается. Она же не уменьшается все время при удалении, не увеличивается при приближении. Меняется только ее перспектива. Перспектива – это ноги. Голова остается на той же высоте. Если это автобус, то он как был высокий, то он также высокий и останется здесь. Так. Вот, еще. То есть, вот то, что мы уже смотрели. Можем еще сколько угодно таких посмотреть. Вот я проведу линию тоже. Эта машина здесь стоит, эта машина там стоит. Здесь горизонталь, вот, на одной линии у нас все. Если машина по модели выше, то она находится выше. Все. Так, это уже красивые всякие машинки. Вот здесь вот, например, важно, вот они у нас, да, перспектива, но здесь важно определить линию горизонта. Вот так. Так, это автобусы. Ну, собственно, вот, вы можете сколько угодно смотреть это в городе, это происходит именно так. Вот это две одинаковых модели, можно это вот так. То есть вы можете разбирать фотографии самостоятельно. Вот две, сейчас, у них приблизительно, да, у нас идет так. И здесь тоже две одинаковых. Туда. Мне просто сложно сейчас проводить. Вот и все. А низ сильно отличается. Низ идет по перспективе. Так, все это уже ненужное нам. То же самое с автобусами, да, они идут на одной высоте. Автобус относительно машины только отличается формой. То же самое у него происходит сбоку. Он у нас здесь сбоку такой узенький, тут также у нас два колеса. Они не появляются где-то посередине автобуса. Они будут здесь, соответственно, у него здесь есть перед и большое лобовое вот это стекло автобуса. И благодаря этому мы понимаем, что это у нас автобус. И у него еще вот эти вот большие стекла, да, там где-то какие-то такие висящие, чтобы было видно. То есть зависит от какой-то модели конкретно, но всегда будет то же самое. То есть неважно, автобус это, машина это. Здесь будет одна и та же схема. Просто индивидуально нужно отрисовать какое-то количество этих элементов, чтобы понять, потому что все пятно. Сами будем долго доходить до правильного понятия, наделаем кучу ошибок, но я же тоже, смотрите, если я даже вам скажу всю правильную информацию, в этом-то и проблема, что я ее говорю в эфирах. Только потом я смотрю уже, все равно делают по-своему. Ну так, чтобы дойти, а если не делают, то получается, что вообще ничего не происходит. То есть даже, как сказать, мало дать информацию, ее нужно взять. Нужно ее взять, а чтобы ее взять, нужно провести собственную практику. Даже если я отлично анализирую, и в процессе все понятно, все, что я говорю, будет понятно в процессе. Вы только сядете, начнете делать сами, и вот тут вот посыпется все. А без этого тогда так все и останется. Получается, я информацию дала, вы ее не взяли. В этом же разница. Ее нужно взять, понимаете? То есть всего, да, навсего, казалось бы, но это сложный труд, который включает в себя собственную практику. Поэтому я и задаю вот эти 50 окон, там, не знаю, 50 машин и так далее. То есть чем больше вы рисуете, вы можете хоть 100 делать, можете хоть 10 сделать, можете вообще не сделать ни одной. Это ваша личная ответственность. Не хотите изучать, не надо. Вообще никто не заставляет. Да, хотите, давайте тогда вместе работать. Я люблю и помогаю только тем, кто работает. Все. Как бы, если не работаете, я не буду какие-то, да, советы давать. Вот и все.
Значит, относительно машины, давайте сейчас я построю. Отдельно есть у вас и будет этот урок, он где-нибудь Он есть у меня и на интерклассы бесплатный в невредных советах. Сейчас какой-нибудь мы с вами возьмем. Я просто тут много Это сложные жуки. Да, отдельно хотела сказать, бывают вот такие фотки сверху машины, когда человек стоит близко. Не рекомендую по таким фотографиям рисовать. Лучше, чтобы ракурс был вот такой. То есть понимаете разницу? Когда вы как будто бы сверху, получается машина детская сразу, маленькая, потому что естественный ракурс, когда линия горизонта, ну, там же, где вы стоите, то есть вы не настолько выше машины. Угу. Так, сейчас что-нибудь выберу. Вот. Окна дорисовываю, осталось 15. Прекрасно. Уже практика пошла. Вы создаете свою личную копилочку вот тех самых, не знаю, образов, которые потом оттуда достаете и будете их уже прорисовывать. Значит, что я здесь хочу... Ну, давайте, ладно, какую-то я тут накачала. Вот эту машинку. Вообще есть у меня урок. Я сейчас просто этого коснусь очень быстро. Кто захочет урок отдельно по машинам, там и построение, и все, я говорю, в невредных советах есть. Значит, важный момент здесь связан с колесами. Когда вы рисуете портрет машины, там уже другая история. Если я здесь, например, с вами определюсь, что нам нужно сначала? Лобовое стекло, потом нам надо определиться, где вот это ребро. Вот оно здесь где-то у нас находится. Дальше я смотрю, какое расстояние у меня здесь и какое расстояние у меня вот до сюда. Вот оно, смотрите, большое. То есть я определяю. Сначала я рисую лобовое. Я сейчас очень условно буду делать это. Лобовое стекло. Потом я решу, что здесь может затонировать. Далее. Я решаю, где у меня. И вот можно как раз относительно лобового стекла посмотреть, что ага, вот здесь у меня. Сейчас я немножко шире сделала. И какую-нибудь такую вот машинку одну в графике нарисуете, чтобы прям совсем понять. Можете взять современную. Это я просто такой фанат этих несовременных машин. Значит, здесь, да, то есть если мы с вами разберем, вот я беру это стекло и понимаю, что окей, вот этот вот мой, ну вот где-то вот здесь вот. Относительно стекла. И вот тут вот такая величина, ну, допустим, я ее отмерила, сюда взяла, вот мне надо сюда вписаться. И вот здесь почти в 2 раза больше у меня идет такая вот здесь она. Дальше мне нужно определиться, здесь будет с наклоном вот этим, тоже легче всего его определить. Это наклон осей. Здесь вы можете провести эту линию через центры колес. Здесь эта линия находится вот тут. Это и будет перспективной направляющей как раз от нашего угла. Можно этот угол взять наклон отсюда. Я сейчас очень упрощенно объясняю. Хотите поподробнее, будет поподробнее. Тем самым у нас получается плавный, да, правильный такой наклон. Даже еще посильнее здесь. И мы начинаем уже от этого строить. То есть от этого легче всего отталкиваться. Здесь, когда мы дальше берем вот эту середину, нам надо следующим шагом сделать, определить, где у нас середина машины. То есть вот здесь вот у нас будет середина сейчас. Середина машины, она уходит, и мы как будто бы режем машину пополам. Можно идти от лобового стекла, можно идти от... Ну, лобовое стекло у нас нарисовано, поэтому пойду от него. То есть я взяла, дальше беру этот угол наклона, прострою. Дальше у нас здесь вертикаль, сюда уходит, и здесь. Ну, вот приблизительно так. Все, я определила
в книге или в советах про выбор ракурса, изображения дорог, аллеи и их изображений. Я не понимаю вопрос. Ракурс прямой, не надо усложнять. Это единственное, что я хочу сказать. В смысле выбор ракурса? Вот где стоите, там и рисуете. Как его еще? Значит, здесь я для себя, так как сложная форма, контур отметила. И тут, например, прорисовывать. Я сейчас буду карандашом это все делать, но вот в таких сложных формах, безусловно, хорошо бы сделать линию. Но мы всегда помним, когда есть линия, она должна быть не бесхозная, а к чему-то у нас относиться. Так, это у нас перед. Далее фара. Фары тоже у нас на одной высоте. То есть туда это у нас точка схода одна, туда это точка схода другая. То есть здесь у нас... Это отдельный урок, поэтому мы тут не нарисуем все за секунды с вами. Просто практиковаться надо. Сложная форма, безусловно. Здесь еще запаска. Значит, что мне хочется еще важного здесь вам сказать. Когда вы строите колесо, то строится эллипс. И эллипс строится не вот таким образом, как делают, да, то есть такие, значит, два колеса. Это важно, этого не видно, когда мы рисуем маленькую машину, но чем машина крупнее, тем это важнее. Значит, у нас есть вот эта ось в машине, ось колес, и она идет по перспективе. Соответственно, ей перпендикулярно, то есть давайте я прямо здесь нарисую это. Вот у нас ось колес. Давайте какой-нибудь возьму едкий цвет. Почему мы не рисуем? Стерка. Значит, ось колес. И вот здесь эта ось, да, идет вот туда, к следующему центру следующего колеса. Так вот, эллипс и высокие точки эллипса вот здесь, на перпендикуляре, здесь 90 градусов. Потому что к оси колесо надевается именно так. То есть эти высокие точки находятся не на вертикали. То есть что бы было, если бы вот у нас есть ось, и вот у нас колесо, и дальше мы рисуем эллипс. Эллипс с высокими точками на вертикали. И у нас получается с вами падающее колесо, которое падает у нас сход-развал. Видите, что происходит? То есть у нас в машину, здесь мы все правильно вроде рисуем, и сюда, там все это... И не понимаем, почему у нас колесо вот так в бок, потому что здесь 90 градусов, потому что в любом случае есть ось, на нее надевается колесо. И вот этот угол, он у нас 90 градусов, иначе сход-развал, да, у нас неправильный. У нас тогда вот так колеса, либо так, и у нас все там заносит. Поэтому вне зависимости от перспективы этот угол у нас не меняется. Так не будет. Будет вот так. В невредных советах 3-й сезон, смотрите, там я много объясняю. Так. Поэтому здесь у нас будет вот такое колесо. Так, я для себя сейчас пометила и уже буду в карандаше работать. Чуть побольше. Чуть-чуть мы вышли даже из зоны, ну и ничего. Главное, чтобы все соответствовало. Так, теперь я беру карандашик уже. И где-то я его возьму. BHB. Это был Б. Вот 4Б. 4Б.
about ellipse, because when you have this is there, I don't know how it's the line between the one wheel and the next wheel, yes, and this is will be the main points there of their wheel. Between this line and this line is 90 degrees, because when you can see it on the front or without perspective, you can see that the all wheel of their cars can stand like this, and not like this, yes, not like this or this. Yes, because it's 90 degrees between this line and this line. That's why when we when we draw it in perspective, these degrees, we will save these degrees between this line. Because when we make it like this, for example, on the vertical, the main points on the top and on the bottom of the wheel, you can see that the something wrong with this with this place, because you will see it like this. Something wrong and not in the right direction. When we put it on the 19 degrees between this line and this line, and will be here the main point of the wheel, and it will be good and the right direction with the perspective. Yes, I think you understand what I mean. Yes, got it. Thank you. Yes, because when I change the language, sometimes I forgot some words. But yes, thank you for understanding. Итак, здесь я смотрю, что у меня темное, светлое, начинаю прорабатывать. Какие-то, не буду во всех деталях рисовать, но какие-то моменты, да, в графике, это все полезно. Почему? Потому что вот эта связь голова-руки, она образуется. Мы начинаем сравнивать по тону объекты, начинаем понимать, что же у нас темнее, что светлее, как с этим работать, что нам нужно сохранить, что нам нужно, наоборот, затемнить. Окей. Здесь. Так, ну, то есть у меня темное, я смотрю, где у меня темное, где у меня светлое. Самое главное правильно построить. Это если вам захочется рисовать портрет машины. То есть я чувствую, что с этим сражаться бесполезно, все равно все рисуют портреты, поэтому, ну, ок. Как бы, если захочется, рисуйте. Вот, просто тогда важно, чтобы вы хотя бы строили ее правильно. Здесь я могу взять еще... Шесть Б, 8 Б. Ну, здесь можно такое.
Вот здесь темный участок. Так, самый свет. Здесь достаточно темный тоже. Здесь. Буду подтачивать. Вот видите, как быстро карандаши у нас теряются, уходят. Так, здесь все равно какой-то тон не светлый. Тут у нас будет какие-то элементики. Не знаю, что там. Ничего не понятно, но очень интересно, да? Здесь какие-то отражения. Так, самые темные, конечно же, это у нас внизу. Все участки колес и контрасты. Вот я сейчас взяла небольшой формат. Вы видите, что при небольшом формате мы не сделаем все так детально, как бы нам, может быть, хотелось. То есть, безусловно, это больше работа упрощенная. Потому что тогда нужно взять формат больше, если вы хотите. И об этом я говорю каждый раз. То есть, если вы хотите более детально что-то прописать, надо взять формат крупнее. Невозможно на таком формате и правильно попасть в тон и прописать все детали. Потому что, когда вы прописываете все детали, все становится темнее. Тогда вы точно затемняете всю область, да, которую вы хотели бы сделать правильно. Поэтому либо то, либо то. Вот карандаш расходуется быстро. Я могу взять какой-нибудь еще HB, например, чтобы набирать поменьше на светлых участках. Ну, волей-неволей. Он волей-неволей даст вам гораздо меньше графита на этом участке. Ну, грубо говоря, что-то такое. Я тоже люблю старинные машины. Да, конечно, это вообще... Потому что это, ну, это самая сложная форма. Люди отдыхают. Потому что здесь прям реально сложно. То есть ее как бы так нарисовать, чтобы она была не перекошенная, нужно действительно практиковаться. Поэтому иногда странно слышать, когда мне говорят, что ну вот у вас так получилось и так легко. Вот я первую машину рисовала, у меня не получилось. Ну да, я тогда говорю, что странно бы, если это моя там 100-я машина, и как бы у вас бы с первого раза прям вот так же получилось, еще там 6 лет. Это нормально, что сразу не получается. Там, я строила и в университете более сложные формы, и этим тоже занималась достаточно долго. Конечно же, когда практики в этом нету, это нормально.
Да и не должно быть, как у меня. Должно быть, может быть, по-своему. Беру линию построения. Тут у нас какой-то элемент. Помним, никакой обводки, да, у нас с вами темное, светлое, светлое, темное. Ну, жду наплыв ваших машинок в графике, потому что сейчас будет интересно. Так, здесь потеряла какой-то элемент. Год назад у нас в городе было шоу старинных машин, я попыталась нарисовать, вышло смешно. Попробуй нарисовать с новыми знаниями. Ну, конечно, это же всегда какие-то моменты. Я тоже не всегда все знаю, как это нарисовать сразу. Но я поэтому и ищу эти знания, если есть возможность, как это сделать. Ну, с машинами мне просто легче всего, наверное. И поэтому я так сейчас их как-то и меньше рисую. Ну, просто здесь все понятно мне, поэтому не так интересно. Мне кажется, я с закрытыми глазами их нарисую. Да, можно какие-то такие протирочки там делать, еще мягкие, ну, допустим, чтобы делать свет. Там кто-то, я уже видела, там специальные эластики там брал и так далее. Так тоже можно. Тут можно, кто-то про растиры вчера спрашивал. Ну, чуть-чуть можно, но это так. Иначе слишком вылизано получается. Тоже неестественно. Смотрим только на темные и светлые области и уже их прорисовываем. Далее, вот эта область у нас тоже, она у нас такая темная. Возьмите свою машинку какую-нибудь. Можете хоть свою, на которой ездить. Вот здесь вот не должно быть линий. Поэтому, если видите, ваши линии построения просто сбивают, стираем линии построения. Вот тогда они нужны, чтобы мы их стирали, да, нужно, чтобы их... Потому что вот здесь вот свет и свет, посмотрите, там ничего, он соединяется. То, что вот вчера в разборе в эфире говорили, там нету границы. Есть граница только между темным и светлым. Так, наш форт. Ну,
чем больше формат, тем более детально можно как-то получить, проработать. Здесь у нас, конечно, детально не проработаешь, поэтому контрастность, она как бы больше получается. Это то, что я, кстати, вам очень хотела показать. Ну, тут какие-то элементы, понятия не имею, что там. Ну, гуделки, конечно же. Свистелки, да. Ну, все, да. И под колесом достаточно. Тоже одно из самых темных мест. Внизу сливается здесь. Дальше будет чуть светлее. Ну, вот можно было тонировать, например, можно было не тонировать, например, вверх. Тоже это по вкусу. Обычно в конце это делаю, но вот сейчас решила в начале. Здесь есть тоже у нас тон. Ну, так стилизовать буду дальше немножко упрощенно. Так. Так, у нас тут эта штучечка, пимпочка. Могу сделать намек, ну и какие-то там детальки самые темные. Тут достаточно светлый блик. Все равно не прорисую. Но у нас с вами такая, это же как бы практика просто. То есть для того, чтобы детально прорисовать машину, нужно взять большой формат. Колеса с кучей плоскостей, они не с кучей плоскостей, я уже показала. Здесь на самом деле один эллипс и все. А вот тут вот у нас получается, вы просто смотрите, не думайте об этом как о колесе. Пока вот будете думать как о колесе, все, или как человек о человеке, то тогда все будет казаться сложным, и прорисовать это будет казаться все невозможно. На самом деле, если смотреть на тень и свет, то есть мы с вами весь курс работаем над тем, чтобы просто смотреть темное, светлое, темное, светлое. Художник рисует пятна. Все. Если правильно пятна зафиксировали, то тогда все получилось. Я не рисую там колесо, не колесо. Я показываю просто, да, как и называем мы с вами это колесо, потому что у него есть такое название. Вот. А по сути это пятно. Пятно определенной формы, имеющее вот какие-то свои особенности. Так, чуть-чуть нам осталось уже домучить нашу машинку. Здесь просто очень много деталей, которые сбивают, но именно такая машина помогает вам еще лучше ориентироваться. Вот здесь кажется, что светлый. Приложите белый, увидите, что не светлый. Да, и это все у нас имеет какой-то тон. Там какой-то номер. Там, не знаю, можем без номера, конечно. Можем просто сделать...
Такс. Ну, давайте, ладно, без номера. Такой, как будто бы там куда-то что-то идет, ну, чуть-чуть упростим. Можно еще так объединить стушевку фрагментов. Там часто бывает гофра такая на передней части, и поэтому сделала такой момент. Так, здесь у нас тоже темный участок под колесом. Там вообще тень. Тоже интересная, но она нам нужна для чего? Для подчеркивания вот этих светлых участков. Ну, вот мы можем даже ее где-то и... Можем какие-то линии построения оставить для стилизации. И здесь у нас такая тоже классная тень. Мое подсознание выбрало этот референс, видимо, из-за тени. Такую машину можно и в рамочку. Я столько уже машин этих нарисовала, подарила, там, не знаю, еще что-то, это что-то даже не перечесть. Поэтому у меня был просто период прям машинорисования. Сейчас я, конечно, отошла от этого. Но это интересно. Такую сделаем стилизацию. Так. Так, это у нас посветлее будет часть. Ну, тут как будто тоже эти элементы куда-то на границе. Темный. Там не разобраться, какое-то месиво вижу, пятно, рисую пятно, даже не разбираюсь, что там. Ну, наверное, отражение, безусловно. Ну, вот какие пятна вижу, могу определить, такие и прорисовываю. Так, тоже у нас все здесь затемнено. Так,
Здесь у нас тоже он не однотонный и не однородный, тоже имеет какой-то тон. Причем здесь уже темнее гораздо к краю. Бампер. Я имею в виду. Рисуем то, что реально видим, а не то, что знаем, что он металлический и светлый. Так. Так, да, смотрю, чтобы ничего у меня где-то кривенько не было сильно. Безусловно, нужно больше иногда времени для того, чтобы как-то это правильно по форме все простроить. Ну, мы вот с вами что имеем. Самое темное место, естественно, под колесом. Здесь можно стилизацию сделать, например, там упростить какую-то. Ну, раз мы уж тут все мучаем, давайте уж достроим ее. Так. И мне нужно тут подчеркнуть свет. Поэтому я... Ну, можно темным, можно светлым, можно как-то еще. Как? Зачем мне этот фон? Только для того, чтобы здесь подчеркнуть освещение и форму. Здесь вот у нас светлый участок. Так, ну просто смотрю, что еще может быть, какие-то темные детальки. Ну, в принципе, мне уже надоело немного над ней работать. Здесь будет пошире. Чуть-чуть потерялась. Значит, бампер. Нет обводки, да, есть только темное, светлое, светлое, темное. Где-то может быть... Сейчас мы...
самыми темными, да, участками. Наберем тон, подчеркнем форму. Но для этого я и говорю, что нужен разный карандаш для того, чтобы все у нас набиралось. Потому что без самых темных участков не будет у нас такого объема, такого вот, который нам хочется. А объем будет за счет вот этого темного светлого у вас и будет давать всю эту глубину построению. Сейчас обломался у меня карандаш. Опять. Но я расходую, видите, они же расходуются очень быстро все. Это ж не так вот, что карандаш один и на 100 лет он у вас. Если вы не рисуете, да, я обычно, знаете, всегда вижу, кто не сильно рисует. Слишком идеальные инструменты. Такие, знаете, сразу понятно, что человек не сильно и рисовал, и рисует. Поэтому у художника там все будет поломанное, потому что он это использует как инструментарий для своего творчества, в первую очередь. Так, чуть-чуть здесь у меня колесико редактирую форму. Так, вот здесь у меня чуть-чуть он. Потому что встала и смотрю, что у меня немного форма завалилась. Это важно, что мы с одного ракурса иногда не видим, где у нас что там пропало, где у нас получилось. Сейчас подредактируем. Ну, сидим, никогда не видим. Сидим, все время у нас будет все это. Обычно, вот понимаете, бросают все на предыдущем этапе. Я сейчас иду и прихожу все темные участки. Обычно, ну ладно, тогда типа норм. И у вас получается неглубокая работа. Вы не доделали, вы ее просто бросили. То есть надо доработать все темные участки более мягким карандашом. Подчеркнуть. Где-то точечно, где-то еще как-то. То есть посмотреть, где у вас линии. Я здесь не все рисовала, поэтому окей. Отражения какие-то самым темным. Под светлыми участками. Ну, это такой уже у нас для объема. То, что не объединит карандаш, можно как раз
доработать. Тоже чуть-чуть здесь съела колесо. Смотрим, как это, да, оживает на глазах, конечно. То есть обычно это просто недоработанная, брошенная работа, когда она такая, ну и ладно, нет у нас там тона, ну и как бы все, типа я не добрал, недоделано, недоделано. Терпение нужно, и в любом рисовании без этого, ну, никак. То есть какое-то такое элемент... Да, уже не хочется, но надо, он присутствует здесь. А здесь такую стилизацию оставим. У меня потом часто теряется промежуточный тон, а для этого не нужно брать микроскопический лист. Когда вы уже с большой практикой, то окей, можно, потому что, смотрите, я убрала половину деталей, поэтому у меня и тон не потерялся. А когда у вас желание прописывать детали, и вы не можете их отключить, возьмите лист побольше, тогда и тон не потеряется. Очень закономерно все. Ну, в принципе, все я как бы здесь подобъединила. Здесь сделала, здесь чуть-чуть. Грубо говоря, как-то так можно даже стилизовать вот здесь вход такой веточками. Так, окей. Ну да, где-нибудь здесь подписать. Потому что это тоже часть композиции. Вот. Это мы рисуем, да, с вами машинку. Я почти 1 к 1 взяла, чуть-чуть ее так, чуть-чуть модифицировала. Неважно, насколько это копия, да, никто не будет сравнивать там все размеры. Важно, чтобы она была правильно построена и как бы у нее была бы светотень и объемы, потому что именно мы работаем с вами с тоном. И не забываем про наши машины. Ну, у нас, видите, с вами в каждом уроке какая-нибудь да, штука, да, поэтому здесь машина вот такая, но в целом, сейчас переключусь на другую камеру. И уже с вами продолжим. Так, у меня там чашка. Так, мы на сегодня уже завершаем наш эфир, потому что он тут прям долго продлился. Ну, машина более сложная история. В целом, самое главное, чтобы вы понимали, что нужно
Если вы рисуете портрет машины, то даже в этом случае она не будет копией. Есть вот эти ключи правильного построения, которые мы с вами разобрали сегодня, да. То есть в больших машинах это еще прибавляется, где у нас ось колеса. Вот, и как раз этот эллипс. Но без вашей личной практики, даже если я вам расскажу просто всю информацию, как это надо, и покажу, без этого вот эта связь, она не восстановится. Поэтому я и задаю там, рисуйте эти машины, отрабатывайте. Вы можете после того, как у нас закончится курс, начиная там с декабря, начать по новой. Но именно так нарабатывается ваш опыт, собственный, личный. Потому что повторить за педагогом – это одно. Но я вижу все равно, как на протяжении работ, и я вижу, что вот этот прогресс, он приходит. То есть уже объемные работы, там с тоном. Понятно, есть проблемы и есть какие-то косяки. Мы стараемся с ними там со всеми разбираться. Но прогресс, он очевиден там с первых уроков по там домикам, да, которые мы шли. И сейчас мы идем с вами по усложнению. Поэтому чуть-чуть с некоторыми перерывами, но по сути вот машины одна из самых сложных по форме тем. Вот. Но опять помните, что есть вот такие машины, да, вот эти вот сложные. А есть, понимаете, машины, вот, которые я сегодня объясняла. То есть начните с простых. Пусть лучше у вас получится вот такая и будет похожа на машину, до такой вы дойдете, да? Но если у вас будет такая, это просто портрет машины. В городском пейзаже, например, вам вот это вот сильно не поможет. Нужно уметь упрощать. Усложнять все умеют. То есть я вам даю два типа заданий, в котором есть упрощение, и в любом случае я знаю, что вы сложное для себя выберете. Но сложное ничему так сильно не учит. Упрощению учит вот это. Отмечать основные детали, основные тени. И тогда это и ведет к прогрессу. Мы, опять же, смотрим на работы других художников. Говорю, усложняют все одинаково, копируют все одинаково, упрощают все по-разному. И это ваш стиль. Если вам это важно, то учитесь упрощению. А учиться упрощению надо перестать думать о машине как о машине. Если прям очень хочется, взяли одну, нарисовали, выдохнули, успокоились. А дальше продолжаем рисовать простенькие машины, потому что есть просто лобовое стекло, общая масса, колесики, форма тени. Все. Как бы больше у нас нету ничего такого страшно сложного. Вот. Так что до следующей недели прощаюсь. Если у вас есть ко мне вопросы, задавайте. Как раз я готова сейчас ответить и уже побегу потихонечку. Вот. Огромное спасибо, супер урок, очень понравился. Очень рада, Елена, спасибо. Спасибо сегодня за активность, всем говорю, да. Ну, потому что сразу, знаете, это же как бы закономерно. У меня настроение тоже поднимается. Я понимаю, что я слышу, кому я рассказываю это. И мне хочется больше рассказывать. Вот и все. А так работает. Да, спасибо, и сердечки прям сегодня летели. Классно, да. Так, ну, если нет вопросов, спасибо. Елена, Светлана, спасибо, Вета, спасибо. Очень приятно. Вот. Так что рисуем, выкладываем, делимся своими работами в 4-м сезоне в нашем чате общем. И смотрите на себя, не повторяйте ошибки других. Если человек выложил, это совершенно не значит, что он правильно выложил. Иначе я прям вижу, все списывают. Все, как будто бы, ну, мы же не в 5 классе. Друзья, это ваша личная практика. Лучше пересмотрите, что я там в эфире говорила. Это будет полезнее, чем посмотреть, что нарисовал сосед, и нарисовать так же. В 90% это ошибки, которые оттягивают вас назад. Я честно скажу, списывание. Вот я теперь понимаю, почему учителя в школе говорили не списывать. И я реально понимаю, потому что списывают только ошибки. И все эти ошибки оттягивают назад. Вот и все. Потому что кажется, что ты что-то не услышал, а если это у другого нет, значит, я это не услышал. Это не так.
Вот, тут есть видео, всегда можно переслушать этот фрагмент, и окажется, что, скорее всего, никто об этом не говорил, кто-то дофантазировал, но не надо повторять ошибки других, и тогда у нас это не коллективный разум, это все-таки собственная работа. Вот, это очень важно, поэтому желаю вам личной работы. Делиться и поддерживать – это важно, но в плане ошибок лучше совершать свои, чем чужие. Вот, поэтому... Хорошего вам дня, обнимаю вас и до